вы ко мне приехали из Днепра. Днепра. Что вас тревожило вообще? С какой проблемой вы ко мне обратились? Мы еще, кстати, с вами проводили консультацию онлайн, да, уже достаточно давно? Ну, упадок памяти был, концентрации, внимания и вот того, что и такое, как туманное состояние. И вы много всего на самом деле прошли, да, в классическом широком понимании лечения? Да, много врачей, но того, что... Но причину никто особо не называл. Не называл. И все же все говорили, что причина кроется где-то в нервной системе. Да, нервная система, невропатолога у Моли прошел. И вот того, что говорили, что нужно таблеток много пить, и там, то они ничего все равно не помогали. Понятно. Мы сегодня с вами уже встречаемся 4-й раз. Вот. И сейчас как вообще это состояние в целом, ну и в частности в целом? Но спать намного легче стало. Я теперь могу и там бывает на животе там спать и на боках спать, при том, что до этого мог только спать на спине. Ну и в принципе есть какие-то, ну, немножечко мир ускорился, когда он был в замедленном виде, то сейчас немножко он быстрее это. Этого тумана насколько примерно в общем процентов стало меньше? Если было 100, то сейчас его, ну, не знаю, там, ну, где-то 70, может 75, вот так. И он местами бывает, ну как бы, падает вообще, типа, вниз, да. А бывает, есть этих 70%. Да. Но вот с утра он падает вниз, и когда начинаю ходить, вот там где-то полчаса где-то проходит, может минут 20, и оно сразу, ну, снова возвращается в такое состояние, но оно не такое, как было раньше. А чем оно отличается от того, что было раньше? Оно, раньше, когда я вот, было какие-то активные действия, то получается, у меня типа там как голова там вот защемлялась, вот именно мышцы какие-то. Спазмы Да, были. спазмы, да. То сейчас этого нету. То есть постепенно идет процесс восстановления. Может быть не такой там быстрый, но есть сдвиги, правильно? Да. То есть можно сказать, что есть позитивная динамика в лучшую сторону, плавная, постепенная. Правильно? Да. Хорошо. А как давно у вас это все примерно? Где-то 3,5 года. 3,5 года. Хорошо. Окей. Еще чуть-чуть есть. Кстати, крестец слегка тут. Так слышно? Или больше выше? Не, ниже. Ну, такая туповатая боль, но не сильно. Ну, но еще. Да, да. Хорошо. Окей, колени и стопы вместе поставьте, сядьте дальше чуть-чуть. Окей. Ну, этот процесс будет дальше продолжаться, восстановление. Надо понимать, что 3,5 года это просто проявлялся симптом, а причина была вот здесь в крестце. Да, и мы начали работать с крестцом, потому что это привело к тому, что нарушился общий баланс, и тогда уже сместился С1, который начал создавать этот спазм здесь локально и давить на нервные окончания, соответственно, создавать вам этот симптом, да? Ну и разные другие. Вот. Поэтому концентрация будет возвращаться. Хорошо, по очереди отводите коленки в стороны. Сначала правую, левую, правую, левую. Хорошо, достаточно. Ближе ко мне, назад на спинку опереться. Хорошо. Хорошо.
бывает еще когда сижу, Мгм. ну вот именно в таком положении, типа так как, ну вот на кровати сел просто, Мгм. то вот в полулежа не могу, потому что, ну вот как-то ну, дискомфорт именно в шее. Мгм. То или полностью сесть, но тоже минут там, ну на 10, не больше, Мгм. вот ровно. А в основном типа вот лежа. Мгм. Делаем глубокий вдох, выдох, расслабление. Еще раз. Мы делаем левую с поворотом еще чуть. О, все. Хорошо. Не сильно остро? Нет. Хорошо. То все, кстати, боятся, смотрят видео и боятся попасть. Больше, ниже или выше? Вот выше. Колючее. Колючий. Вдох, выдох. То есть чуть-чуть. Всё. Топаем несколько раз вперед-назад. Что сейчас здесь слышно, когда вы идете? Какие ощущения? В голове, в шее? Ну, как в шее, как ну, тянет вниз. Так. Ну, в голове немножко такая туманность, Угу. но именно с какими-то яркими цветами. Такого плана. Вот яркость Мгм. света. Яркость. Ну да, вот именно что. Оно как бы увеличилась яркость? я так Да, понимаю? увеличилось. Хорошо. Сейчас в голове больше расслабления, напряжения по ощущениям? Такое нейтральное состояние. Нейтральное. Да. Комфортно? Ну, да. Что между лопатками и ниже чувствуется в крестце? В крестце ничего, и ниже лопаток тоже. Хорошо. Присядьте на стульчик. Добре. Хорошо. Проверяем теперь на меня. Здесь тянет меньше, больше. Вверху вот это первый был. Здесь. Ниже. Вот выше. Еще выше. Какой-то вот этот средний, наверное, был. О, вот этот. Тянет также меньше, больше. Но она какая-то острая такая. Слышно еще, Да. да? Ну, скоп говорит, что чуть-чуть еще надо доработать. Вот тут. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Выдох. Живот максимально вниз. Да, хорошо. О. Отлично. И голову в правую сторону. Мы делаем C1. Вниз и внутрь. Все. Супер. Потихонечку. Мгм. Хорошо. А было такое, что даже когда ходил, Мгм. вот именно там вот в туалет так захотелось, и вот уж, ну как обычно. Мгм. И оно как вот этой части, как ну вот колоть как начало, именно вот очень. Мгм. Это ну, нормально? Да, бывает такое, когда перенастройка происходит, то ощущения бывают разные. То есть вы жили определенное количество времени до того, как, например, ну, вы с крестцом, да, который был смещен, до того, как наконец-то сместилось вот это вот в шее все, Мгм. которое начало вам давать симптом, после, соответственно, которого уже начали разбираться, что и где не так. Да? Мгм. Вот. И получается, что вследствие того, что было много спазма снизу, было много, скажем, напряжения, всего прочего, там уже создались условия для какой-то фиксации, да, то есть для того, чтобы с этим уже закрыть вопрос навсегда. Так Мгм. всегда бывает, да, то есть нужно как-то зафиксировать. Вот, может, вы видели бабушки, которые сгибаются и уже вот так вот ходят. Мгм. У них уже, соответственно, позвоночник в таком состоянии зафиксировался. То есть он прям уже там двигаться не будет, и, скорее всего, им вряд ли что-то поможет. Мгм. Вот. И получается, что предпосылки к фиксации у всех есть. Но когда мы начинаем разблокировать его по факту,
то начинается ощущение изменяться, да, то есть Мгм. и тело несколько сопротивляется новой тенденции, но потом, если вы много ходите и двигаетесь, это уже вступает в свою силу, да? Мгм. Вот как-то так. Поэтому бывает разное, бывает такое, что там где-то что-то вы почувствуете, там, но это настройка, это эпизодически, то это же не постоянное Не, ощущение. не То есть это постоянно. было раз Да, там и да. прошло. Поэтому это нормально. Вот. Бывает такое, что даже есть наросты какие-то остеофиты, когда уже тело начинает кальцифицировать какую-то там связку или еще что-то, чтобы зафиксировать уже полностью намертво. Да? Но вы до этого не дожили, то есть все окей, у вас был подвижный образ жизни, вы как бы двигались и так далее. Хорошо, остановитесь на коврике, пока, да, и голову влево-вправо, хорошо, и наклоните влево-вправо, хорошо, окей. Присядьте, я проверю, пожалуйста. Хорошо. Ага, колени и стопы вместе. И на меня. Хорошо. Опа. Очень остро. Нет, вообще ничего. Все-таки есть еще правая сторона чуть-чуть, да? Ну, мало. Она сама восстановится? Ну, я еще чуть доработаю слегка вот тут. И все. И вы будете свободны. Голову на правую руку, нос чуть-чуть сюда и ухо вниз. Все, доробили. Чуть-чуть посидеть. Угу. А потом встанете и пройдете. Сейчас тумана больше-меньше вообще? Как ощущается? Вот оно сейчас тумана меньше. Хорошо. 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 Но вот какая-то такая шаткость, то еще присутствует именно из-за Понятно. того, что в голове как-то вот именно, наверное, процессы какие-то пошли. То. Угу. Но сейчас расслабление есть чуть-чуть. Но вот оно нету напряжения. Но вот у меня было до того, что бывает верхняя лобная часть, такое ощущение, как вроде я, типа как удивляется человек и вот морщится. Как бы да, сжато а все. я не морщусь, именно сам факт. Ага. Вот. А когда было последний раз такое ощущение? До того, как я приехал к вам. То есть до того Да, было. То есть да. есть уже ощущение Да. какого-то освобождения Да. напряжения. Ну вот надо, кстати, помнить, что нужно свое внимание фиксировать на подобных ощущениях, да, то есть ощущениях комфорта и всего прочего. Остановитесь лицом ко мне, сильно сжать, не, сильно расслабить. Хорошо. Чуть-чуть. Все. Сильно сжать, расслабить. Хорошо. Хорошо. Еще раз вперед-назад. Что здесь слышно, когда вы идете, кроме ушей? Еще раз. Кроме ушей, что где слышно? Как в голове какой-то кровоток, как вот именно такое что-то. Что-то задвигалось. Да. Это комфортное ощущение? Да, неплохое. Хорошо. Окей, тогда все.